Привет, это Анатолий Акапарцмаль, и это подкаст «Вокруг Средиземья», который посвящен медленному чтению работ Толкина и размышлению над ними. Сегодня у нас третий выпуск, и мы выходим в эфир из Хоббитона и пытаемся понять, как нас и прежде всего Толкина сюда занесло. Иными словами, мы поговорим о том, как у Толкина появился замысел Хоббита, а также о истории его написания и публикации. Я не буду здесь подробно рассказывать всю биографию Толкина в мельчайших деталях, только кратко ту часть, которая относится к его литературному творчеству, да и ту в основном в отношении Хоббита. Итак, откуда к Толкину приходили идеи для его произведений? Мы можем увидеть два главных источника вдохновения его творчества. Во-первых, с самой своей юности Толкин мечтал о создании настоящей мифологии для своей страны, Англии. Частично эта страсть была обусловлена его интересом к германо-скандинавской и финской мифологиям и его сожалением, что англосаксонская традиция не оставила ничего подобного. Кельтская и нормандская традиции не в счет. А он говорил: «Я хотел бы, чтобы у нас осталось побольше такой мифологии, чего-нибудь подобного, но принадлежащего англичанам». Вторым компонентом была страсть к изучению языков и составлению своих. А для того, чтобы этот язык сделать по-настоящему сложным и реалистичным, по его мнению, нужно поместить его в историю. С течением времени он все больше и больше относился к своим вымышленным языкам и историям как к реальным, настоящим языкам и историческим хроникам, которые надлежит исследовать и комментировать. Иными словами, когда Толкин бывал в таком настроении, он не говорил о кажущемся противоречии в повествовании или не устраивающем его названии «это мне не нравится, надо исправить». Вместо этого он задавался вопросом: что бы это значило? Надо выяснить. Кстати, мы увидим, что он использовал такой же подход и при написании «Хоббита». Книга «Утраченных сказаний» — первый подступ к созданию мифологии, который Толкин предпринял в 1917 году. Конечно, он начал писать стихотворения, связанные с мифологическими мотивами, еще в 14 году, но первое полное сказание «Падение Гандалина» было написано именно тогда, во время Первой мировой войны. Многие из этих легенд позднее в измененном виде войдут в то, что мы сейчас знаем как Сильмариллион. Например, легенда об Эроне и Лúthien, которая была частично вдохновлена его возлюбленной Эдит. Эти истории были очень далеки по стилю от «Хоббита» и не являлись непосредственными его предшественниками. Но в дальнейшем мы увидим, как эти произведения сплелись очень интересным образом. Далее, в 20-е годы, он работает над Оксфордским словарем английского языка, что помогает ему углубить его знания о развитии языков. Также изучение и преподавание средневековой литературы тоже повлияло на его последующее творчество. Но переломным моментом было рождение детей, которым он начал рассказывать разные истории. Поначалу они не записывались. Например, в некоторых из них речь шла о злодее по имени Билл Стикерс. Имя бандита было взято из таблички на каких-то воротах, на которой было написано «Bill Stickers will be prosecuted». Вообще-то это означает «расклейка объявлений преследуется по закону». Но если мы прочитаем первые два слова «Bill Stickers», «расклейка объявлений», как имя собственное, получится «Билл Стикерс предстанет перед судом». Из другого дорожного знака было взято имя человека, который неумолимо преследовал этого Билла Стикерса — майор Роуд Ahead. Вообще-то Major Road Ahead означает «впереди большая дорога», но слово Major может означать также и майор, и тогда слова Road Ahead могут пониматься как имя собственное. Да, как сказала Анна Ахматова, когда бы знали, из какого ссора растут стихи. Так и у Толкина. Совершенно из маленьких деталей прорастают истории. Потом Толкин начал записывать другие истории, которые рассказывал своим детям: «Фермер Джайлс из Хэма», «Реверандом», «Письма рождественского деда» и так далее. И из этой вот детской стилистики и вырастет позже «Хоббит». Точка, в которой все произошло, это один летний день,
когда Толкин сидел у окна в своем кабинете и проверял экзаменационную работу своих студентов. Он вспоминает об этом так. «Мне повезло. Один из экзаменующихся великодушно оставил последний лист чистым, а это лучший подарок экзаменатору. И я написал о нем. В норе на склоне холма жил да был хоббит. У меня из нее всегда вырастают истории. Я подумал и решил, что стоит выяснить, кто же такие хоббиты». То есть мы видим очень интересный творческий процесс. Сначала у Толкина появляется имя, слово, а потом из него уже вырастает целая история. Причем он сам заранее не знает, что из этого вырастет. Он сам не знает, кто такие эти хоббиты. И он предпринимает исследовательскую работу. Что же это такое? Нужно выяснить. Этот процесс выяснения занял 2,5 года. Правда, с большими перерывами, каждый приблизительно по году. И по мере написания он читал историю детям. Дети, надо сказать, иногда его поправляли. Например, однажды Кристофер заявил: «В прошлый раз ты сказал, что дверь Бильбо была голубая, а кисточка на капюшоне у Торина была золотой. А сейчас ты сказал, что дверь Бильбо была зеленая, а кисточка капюшона Торина серебряная». На это отец пробормотал: «Чтоб этого мальчика!» и направился к письменному столу, чтобы сделать заметку. Бедный Толкин. Так что можно сказать, что Кристофер Толкин начал работу редактора текстов своего отца еще в самом детстве. И одной из немногих, которые видели машинописный текст «Хоббита», была аспирантка по имени Элейн Гриффитс, бывшая ученица Толкина, которая стала другом семьи. По рекомендации Толкина лондонское издательство Джордж Аллен и Ханзен наняло ее, чтобы редактировать перевод Беовульфа. И вот в 1936 году, вскоре после того, как Толкин забросил работу над «Хоббитом», забросил в смысле, не стал его заканчивать на чистовую, одна из сотрудниц издательства, Сьюзен Дагнелл, приехала к Элейн Гриффитс, чтобы обсудить с ней подробности проекта. И вот от нее она узнает о существовании весьма любопытной детской сказки, принадлежащей перу профессора Толкина. Элейн Гриффитс предложила Сьюзен Дагнелл самой сходить к нему и попытаться раздобыть рукопись. Сьюзен Дагнелл сходила, поговорила с Толкином, попросила рукопись и получила ее. Когда она отвезла ее обратно в издательство в Лондон, Джорджу Аллену понравилось, и он попросил закончить рукопись, чтобы «Хоббита» можно было издать в следующем году. После того, как Толкин закончил рукопись, издатель решил получить некоторые рецензии от литературных критиков. Но не только. Он также дал эту книгу своему сыну, которому было 10 лет, и также попросил его написать рецензию, за которую обещал ему дать 1 шиллинг. Ну что ж, сын заработал честно свой шиллинг и написал вот такую рецензию. Если вы не знакомы с сюжетом «Хоббита», попрошу сейчас заткнуть себе уши, потому что будут большие спойлеры. Итак, рецензия сына издателя. Бильбо Бэггинс был хоббит, который жил в своей хоббитчей норе и ни в каких приключениях не участвовал. Но, наконец, волшебник Гэндальф и его гномы убедили Бильбо поучаствовать. Он очень здорово провел время, сражаясь с гоблинами и варгами. Наконец, они добрались до одинокой горы. Смауга, дракона, который я караулил, убили, и после страшной битвы с гоблинами Бильбо вернулся домой, богатым. Эта книга с помощью карт не нуждается в иллюстрациях, она хорошая и понравится всем детям от 5 до 9 лет. Написал 10-летний мальчик. С высоты своего умудренного жизненного опыта. Прямо представляю его, говорящего: «Ну да, детворе понравится, но мне уже 10 лет, я слишком стар для всего этого». Остальные рецензенты тоже очень благоприятно восприняли книгу. В связи с чем у меня возникает вопрос. В прошлом подкасте я, как вы помните, упоминал, что
по выходу «Властелина колец» многие рецензенты написали отрицательные отзывы об этой книге. Почему же сейчас, после выхода «Хоббита», принятие этой книги было положительным? Моя догадка состоит в том, что «Хоббит» был воспринят как детская книга, детская литература. И поэтому для детской литературы рецензии были вполне себе хорошие. «Властелин же колец» был презентован уже более как взрослая литература. И так как он содержал много героических, эпических, архаических элементов, это, видимо, разозлило многих критиков, которые не очень любили такой жанр литературы. То есть, видимо, дело в том, что, как я тоже упоминал в прошлом подкасте, многие взрослые спокойно могут оставить волшебные сказки как жанр для своих детей, но когда им предлагают читать их всерьез, как взрослую литературу, это не всем из них подходит. Вернемся к нашему «Хоббиту». Во многих рецензиях его сравнивали с «Алисой в стране чудес», а также с гномами диснеевской «Белоснежки», которая вышла в том же году. Например, реклама издательства Аллен энд Дарвин гласила: «Джон Толкин – профессор в Оксфорде, и он написал эту книгу, чтобы позабавить своих детей». Другой университетский профессор был также не уверен насчет издания книги, которая впоследствии стала знаменитой во всем мире – «Алиса в стране чудес». Издание Times Literary Supplement отметило, что предсказание – вещь ненадежная, но «Хоббит» вполне может стать классикой, и подчеркнул различия между Алисой и «Хоббитом». Алису дети читают серьезно, а взрослые со смехом. «Хоббит» же, с другой стороны, будет смешнее всего для маленьких читателей. И только спустя годы, при 10-м или 20-м чтении, они начнут осознавать, какая мастерская эрудиция и глубокие мысли сделали его таким зрелым и истинным. Первая американская рецензия была написана Мэй Ламбертон Беккер в New York Herald Tribune, которая задавалась вопросом, понравится ли эта книга нашим американским детям, и добавляла, что если нет, то тем хуже для них. Также она отметила, что в этом году гномы в Америке вошли в моду. Возможно, толкиновским гномам поможет диснеевская шумиха. А София Голдсмит из New York Post даже высказала мнение, что гномы из «Хоббита» совершенно затмевают бойфрендов Белоснежки. Энн Кэрол Мур из Нью-Йоркской библиотеки посчитала ошибкой сравнивать книгу с «Алисой» или «Ветром вивов» Кеннета Грэма, еще одной популярной детской книгой, потому что она не похожа ни на одну из них. Ее корни в Беовульфе и в оригинальных саксонских преданиях. Итак, мы видим, что рецензии были в основном положительные, книга была воспринята очень хорошо, и издатель понял, что эта книга может стать хитом. И он пишет Толкину: похоже, в следующем году читатели будут требовать новых книг о хоббитах. И таким образом появилась нужда в сиквеле. И Толкин начинает писать продолжение «Хоббита», которое выйдет только в 1954 году, 17 лет спустя, и будет называться «Властелином колец». А пока продолжение не вышло, судьба «Хоббита» в 40-х годах была не самой лучшей, потому что началась война, и возник дефицит бумаги. «Хоббит» практически не переиздавался. И только после выхода «Властелина колец» в 1954 году «Хоббит» обрел вторую жизнь. На этом я заканчиваю 3-й выпуск подкаста о Толкине и его творчестве. Это был Анатолий А.К. Процефаль на прямой связи из Хоббитона.
и надеюсь встретиться с вами в ближайшее время, в то же время, в том же месте, потому что следующий подкаст у нас очень важный. Мы наконец-то начнем читать «Хоббита», первую главу. Рассчитываю на вашу пунктуальность. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog. Я буду рад получить их. Ваня Сурия. Попутного ветра.